Друзья, всем привет! Компания Xiaomi продолжает рассылку стабильных HyperOS 3 Global, и вот выходит уже второе обновление в рамках этой версии оболочки. Разберем с вами, что же нового меняется и стоит ли вообще обновляться. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что же, у меня подопытным выступает смартфон Xiaomi 15. Да, флагман, на который, как бы-то выполняется рассылка обновлений прям очень-то активно. Хотя, опять же, казалось бы, вроде бы первая версия была относительно стабильной, но все же фиксы не заставили себя долго ждать, и разработчики присылают 3.0.6 европейская стабильная. По списку изменений добавили лишь только патч от ноября 2025 года, и в целом-то и все. С другой же стороны, вы мне можете сказать, что раз выпускается это обновление, то значит там что-то было исправлено, устранено, ну и тому подобное. Многие заметили, что есть такая фишка, которая у нас находится в разделе «Место в хранилище», а именно как обновление хранилища, ну или же там в зависимости от перевода оно иначе как-то звучит. Кто-то пытается этот раздел заморозить, кто-то наоборот говорит, что этот раздел полезен для нашего смартфона, и я отношусь к сторонникам тех, кто именно за этот раздел. И судя из той информации, которую я нашел на форуме, разработчики именно с этим разделом поработали в новом обновлении. То есть, видимо, были там какие-то проблемы в плане алгоритмов, механизмов того, как оно вот где-то там в фоне что-то чистит, но и теперь, как разработчики заявляют, все должно быть как по маслу проходить. Опять же, я этим пользуюсь, и я ничего не отключал, аппарат не скажу, что прям как-то люто разряжается, и выполнять какие-то лишние телодвижения с этим разделом я крайне не рекомендую. Но мы с вами двигаем далее. Многих заинтересовал вот раздел, который касался взаимосвязанности, и когда я показывал это все дело на примере Poco F7. Ведь там, если мы с вами заходим в раздел под названием «Уведомления», есть еще дополнительный пункт, который нам позволяет активировать уведомления с iPhone. На Xiaomi 15 этого почему-то нет. Опять же, с чем это связано, возможно, в будущем разработчики добавят, неизвестно, но факт остается фактом, что на более дешевом устройстве по сравнению с Xiaomi 15 данная фича на месте. Ну а так-то в целом и общем по этому разделу все работает прекрасно, смартфон, планшет работает все замечательно. Что касается iPhone и смартфон Xiaomi, я, к сожалению, эту связку не пробовал. Но как заявляют разработчики, тут все должно быть отлично и никаких нареканий не должно у нас возникнуть. Xiaomi Hyper AI. Многие также ожидают, что здесь что-то появится, что здесь куча фишек сразу нам образуется и что вообще все будет летать и все будет замечательно. Но по факту разработчики лишь только в разделе AI писатель добавляют быстрый переход к этому же разделу, то есть до этого данной опции не было. И это больше связано у нас с обновлением приложения Xiaomi Hyper AI, а также приложения заметки. То есть банально обновлением стоковых приложений разработчики немного улучшают этот раздел. Касательно же функциональности и прочего, этот раздел просто вас перекидывает в сами заметки, где вы уже непосредственно можете воспользоваться этой опцией. По всем же другим разделам тут, к сожалению, ничего нового нет. Многие все так же переживают насчет оптимизации, быстродействия и анимации, ведь вообще в принципе, как вы знаете, HyperOS 3 Global призвана сломать некоторые такие у нас шаблоны, ну или же какие-то мнения того, что разработчики не могут сделать нормальную оболочку. Но хочу сказать, что опять же на примере Xiaomi 15 с анимашками, быстродействием и прочим, тут все как бы-то нормально. Да, выходят новые лаунчеры, да, вы можете их скачать в нашем телеграм-канале, переходы, как вы можете заметить, происходят молниеносно, и в целом анимации выглядят куда лучше, чем это было до этого. То есть даже открытие папок происходит очень плавно, и мне это очень нравится. И потому, если у вас устройство там 22, 23, 24 года, именно Xiaomi или Redmi, вы можете скачать актуальную версию системной оболочки на свое устройство, обновить его и радоваться новыми анимациями. По фишкам, которые есть в рабочем столе, к сожалению, ничего нового нет. Но опять же,
же, за исключением того, что добавляется у нас панель поиска на рабочем столе. Если вы не видели первый обзор всего этого добра, то у нас с вами в HyperOS 3 Global появляется такой мини-поисковик, как это реализовано в китайской прошивке. Вы меня спросите вообще, для чего эта история нужна, а я вам продемонстрирую. Выходим на рабочий стол, нажимаем на поиск, и далее мы с вами можем искать что-либо по нашему смартфону. Ну и плюс еще подключить сюда помощник с искусственным интеллектом. Как бы все свисты-перделки это, конечно, замечательно, но многих еще интересует вопрос, а что же там по автономности? И тут, кстати, есть некоторые моменты. Я когда еще делал первые обзоры на примере китайской прошивки, я говорил, что как бы-то по личным ощущениям она стала лучше на 10-15%. Насчет глобалки я не могу этого сказать. И даже есть у меня некоторое такое, опять же, субъективное подозрение, что автономность даже стала чуть хуже. В процентах, ну, может, опять же, это процентов 5. То есть я не говорю там 10, 15, 20%, где-то примерно процентов на 5. То есть HyperOS 2, там 2.2, там, ну и так далее, держала куда веселее, чем HyperOS 3. Возможно, опять же, это первые сборки, которые в себе несут вот такие моменты и нюансы, но а так в целом и общем на один полноценный день, опять же, на примере Xiaomi 15, вам этого аппарата будет хватать. Если вы также еще вручную обновите приложение «Безопасность» и поменяете в расширенных настройках регион на Индию, то вам откроется такая ачивка под названием «Ночной режим». Конечно, под ачивкой я немного утрирую всю эту тему, потому что вам просто откроется новый раздел, который будет вам в ночном формате, ну или же тупо ночью отключать все те фоновые процессы, которыми вы не пользуетесь. Ну а как бы в принципе аппараты у нас такие умные, и они понимают, что раз мы ночью ими не пользуемся, то значит нам не нужно там всякие фоновые приложухи держать, и они их просто замораживают. Опять же, как это отразится на автономке, как это в принципе можно ощутить на себе, опять же, это нужно тестировать. Возможно, я проведу такой тест и вам более расскажу детально касательно этой функции и вообще в принципе, насколько она хороша. Ведь все то, что есть у нас получается в разделе батарея, не всегда работает. В частности, как и в разделе защита батареи. Вот вы видите вот эти опции, как зарядить полностью, защита аккумулятора, а также умная зарядка. Я хочу вам сказать, что все эти три опции работают вообще в принципе некорректно. И это все еще берет свое начало где-то там с HyperOS 1 последних версий. И то есть всю версию HyperOS 2 разработчики не могли это починить. Имея на сегодняшний день HyperOS 3, также разработчики это не починили. И опять же, касательно вот всех этих фишек в батарее, я бы, конечно, был бы очень и очень осторожен. Какая есть еще интересная фича у нас на этих смартфонах Xiaomi? Опять же, возможно, это лишь только будет характерно для флагманского устройства, но если, допустим, мы с вами перезапустимся в режим Recovery, и да, вы туда можете спокойно перезагружаться, посмотреть, что же там будет у вас интересного, то есть там ничего особо такого вы не сможете наделать, ну разве что вайпнуть дату. Но я думаю, что вы увидите, что вайпать дату вообще не стоит, и потому вы эти действия с вайпом даты выполнять не будете. Получается, в стоковом Recovery у нас добавляется такая опция, как Restore System. То есть, насколько я правильно понимаю, разработчики добавили эту опцию, чтобы в случае чего мы с вами смогли восстановить какой-то бэкап и реализированную копию системы, которую сам аппарат нам с вами и сделает. Как оно будет выглядеть в таком формате, что оно сразу удалится, или же оно будет где-то там находиться, еще непонятно. Но то, что эта опция есть, ну весьма таки неплохо. Так что, возможно, в будущем нас ожидают еще больше интересных фишек в плане там переходов между системами, откатами и прочим. И очень хорошо, когда производителям заложено то, что мы можем с вами без там разблокировки загрузчика, без подачи заявок, без еще чего-то выполнять восстановление системы. Опять же, возможно, я ошибаюсь в том плане, что мы не сможем откатываться на версии там оболочек назад. Возможно, это восстановление будет лишь только в рамках текущей версии оболочки, ну, допустим, HyperOS 3. Но поживем увидим, как разработчики реализуют эту опцию.
Ну и что ж, друзья, давайте с вами подведем итог. Очередное обновление HyperOS 3 Global призвано устранить проблемы, которые были обнаружены в первом релизе, ну и, соответственно, их немного залатать. Да, мы тут не получаем с вами кучу новых фишек, да, мы тут с вами не получаем стиль iOS, но при этом всем наше устройство после обновления запускается, оно ни в кирпиче, ни в бутлупе, ни еще в чем-то. В целом оно работает корректно, я остался доволен анимациями и в принципе той работе, которую разработчики провели, и потому если вам будут приходить все последующие новые обновления, вы можете их уже смело устанавливать, потому что о всех багах было сообщено разработчикам, разработчики приняли это во внимание, устраняют своими фиксами это в новых прошивках и соответственно дают публичную рассылку. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.